Вега 2-0, Нави 0-2. Вот это старт квалификации. ГГВП. СМК после байбака. Просто под пару ультой. ударов, да, все. Да ладно, Сларк все-таки добил. Все-таки добил. Да. Наконец-то они справились. Какая же тяжелая игра была. Трон потихонечку падает, запретит оценка. Good game, well played, пишет Нонград, и поздравляем. Вегу Сквадрон, это 5-0. 5-0. Good game. Well played. 7-0 Вега. Подкоп, врыв Акса, Агр по двоим, контроль, Тембер Спирит здесь же, Мана Войд, и это good game, well played. Вега забирает все-таки эту игру со счетом 2-1, Нави падают в сетку лузеров. Поздравляем Вегу, большие молодцы, вы действительно растете, если вы услышите эти слова где-то на повторе. Болею за вас искренне, давайте дерзайте, мы акулки, мы плывем. Однажды я сидел в компьютерном клубе, играл в GTA со знакомым, и ко мне подошел чувак и предложил сыграть в доту 2 на 1. То есть я со своим знакомым, против него соответственно. Так и я познакомился с дотой, я впервые зашел в нее. Я ничего не понимал, но мне жутко понравилось. Мы сыграли этот матч 2 на 1. Он нас, конечно же, разнес. В доту я пришел в году 13, наверное. Я пришел в гости к другу. Он сидел, играл в доту. Я тогда не интересовался особо, но потом через недели-две я скачал ее и запустил. Как и всех, в компьютерный клуб с друзьями ходил. И тогда вообще второй доты даже не было. Но первая мне вообще не нравилась. Там, я любил чисто в стоялке погамать с друзьями. А во вторую уже, когда она вышла, когда это было в 13-м, нет, точнее, она вышла раньше, но позвали меня именно в 13-м. Позвал друг, она не понравилась, то что там и графика была получше, и как-то поприятнее было. Я играл в доту на 4-5 тысяч рейтинге, просто для удовольствия. Потом начал играть, в то время я еще играл в Counter-Strike, у меня был Global. Но я выбирал между CS и Dota и решил пойти в доту дальше играть. За просценой начал следить в году 14-м, с 4-го International. И вот там я болел за Cloud9. Я тогда смотрел турнир, где Сумеил играл на шторме. Потом был Инт, и вот тогда я решил, что хочу играть на высоком уровне. Внезапно наткнулся ВКонтакте на группу Беларусь Дота Комьюнити, и там проводился микс-кап. 5 рандомных чуваков собираются в команду и играют против таких же чуваков. Я решил попробовать, пришел на один такой микс, и у меня хорошо получилось. Я даже выиграл его. И, в общем, так я познакомился с соревновательной частью доты. Как ребенок увидел то, что там люди становятся там успешными, такой думал, блин, тоже так хочу. А потом, я еще учился в школе, и оно мне так потом отошло на второй план, что думал, что и фиг с ним, что-то у меня не получается. А потом с каждым годом что-то рейтинг рос у меня, и в один момент подумал то, что, может и получится. Я играл на керри долгое время, потом меня позвали в команду потестить ценомид, и я пересел на другую роль. После посещения местных лан-турниров я увлекся процессом. Познакомился очень с разными людьми, с которыми мне было приятно общаться. В конечном итоге мы с ними создали стак-команду, где выступали на местных турнирах. Мне тогда очень нравились определенные игроки. Это был ФНГ, и он мне тогда очень нравился. Потом я отдельно наблюдал за 2 корами, это ФН и Айсберг, которые тогда тоже были в этом составе. Вот так сложилось, что они все оказались в одной команде, и, соответственно, начал за ними следить. Потом еще узнал, что будет фан-встреча в Москве, и там было грех не прийти. У меня до сих пор даже дома это листовка с фан-встречи, со всеми там автографами и прочее. Я очень долго играл в команде друзьями, но когда время приходит меняться, то для меня это не было сложностью. Дальше сложились такие жизненные обстоятельства, что пришлось завязать с дотой, по крайней мере, с соревновательной частью. И пришлось перестать играть командную игру, я просто продолжал играть в паблике. Было не двоечником, это точно, и чуть-чуть не троечником. Там это зависело от того, насколько часто я играл. Вот проблемы начались, когда ЕГЭ пошло. Я тогда вообще доту забросил на несколько месяцев. И там уже мне и рейтинга не было, это уже был новый калибровочный сезон год назад. Я и ЕГЭ так себе сдал, пошел на платку. И после этого, там было лето, очень-очень-очень много играл, чтобы наверстывать упущенное.
И позвали меня тогда в команду, самую первую, профессиональную, наверное. Это была Underdogs. Позвали, у нас там был состав, там Шачло, Вильхиор, я уже точно не помню, там много кто был. Мы там играли, и мне с учебой это вообще, я не мог совмещать вообще никак. Пришлось выбирать что-то одно. Я поговорил с родителями, сказал, что так, учиться впадло. И выбрал доту, и дали добро через какое-то время, потому что поняли, что бесполезно отговаривать. Поступило предложение от Ласхира, Олега, с которым я сейчас играю в команде, сыграть турнир от футбольного клуба «Динамо Брест». Первое место заключалось в том, что они спонсировали команду. Я, в общем, согласился, мы сыграли этот турнир и получили спонсорство от ФК ДБ. Так я и попал в первую профессиональную команду. После попадания в ФК ДБ у нас был состав Ласхира, Киломансер, Палантимос Никита, я и Алексей Сахай, мидер был. В общем, после того, как у нас был хороший период, мы играли различные онлайн-турниры. После победы на одном из них, D2CL, 12-й сезон, у нас, так сказать, забрали кэрри. Была такая немного дизмораль, что ли. Мы тогда искали еще нового кэрри, в принципе, нашли хороший вариант, но тот осадок после того, как мы играли с Никитой, он остался. В связи с этим я подумывал покинуть состав, но ребята предложили мне пересесть на роль тренера, и я, обдумав предложение, согласился. Когда мы начинали играть с Хани вместе, то были изначально сложности у нас были, но со временем мы подстроились друг под друга, и сейчас все хорошо. Мы играли кванвар, и после каждого кванвара нам просто говорили, что не так, что можно было сделать лучше, и мы вот так учились и учились. У нас был микс, который в ожидании было подписания контракта, других орг, но они постоянно соскакивали. И за счет этого, я всегда был на чемодане, был готов ехать на буткемп. И, это все время соскакивало, и по итогу, наша команда, так сказать, развалилась. А после того, как она развалилась, мне написал Миша и предложил, поиграть в составе, но с условием, что, там вот через 3-4 дня будет буткемп, и надо будет приехать на него, поиграть. Мы поиграли 2-3 дня, и пришлось приехать на буткемп. И здесь мы уже вместе собрались, буквально через 4 дня, вместе услышались в Дискорде и начали играть, тренироваться. И после, мы решили усилить состав, пригласили Олега Ласхира и, собственно, был G4 еще вместе с Олегом, но в связи с плохим самочувствием G4 пришлось взять Диму Фишмана Полищука. Мы начали подготавливаться к квалификациям на International. После первой квалификации, которую мы проиграли, я понял, что все наши стратегии, они вообще не работают, и нужно что-то менять. Я просидел полночи в просмотре реплеев от Vichy Gaming, которые выиграли предыдущий мажор, и что-то у них подхватил, и начал это использовать уже во второй квалификации. Вместе с тренером мы договорились о пиках, и, в общем, начали это использовать на протяжении всей квалификации. После смены состава я точно почувствовал, что мы усилились, и был уверен, что Open Qual мы пройдем. А там дальше уже как пойдет. Если бы у нас в команде не было Саубеда и нашего тренера, я думаю, мы бы так и стояли на одном месте, никуда не продвигались, и не было вот этого результата на Инте, где мы топ-3 СНГ Квал. Когда мы играли открытые квалификации, я сильно волновался проиграть их. Первый день мы проиграли Fight to Moon, там у нас пик был проигран в Сават, но и игра была очень сложная для нас. Второй день мы собрались с мыслями, все передумали, играли с униками, бот-3. Первую игру мы проиграли в разгром, и тогда у нас произошел очень важный разговор, из-за которого мы все собрались дальше и начали очень сильно стараться с этой квалификацией. В группах в принципе, у нас не было времени подготовить что-то новое, и мы продолжили играть так, как играли в открытых. Мы прошли группу со счетом 7-0, не проиграв никому. Мы решили, что что будет, то будет, и просто играли в удовольствие. Потом уже, когда мы сделали 7-0, прошли в плей-офф, уже было немножко не то, как раньше. То есть уже немножко давление началось на тебя. Когда мы проиграли в плей-оффе Винстрайком, упали в лузера, было обидно, потому что мы должны были проходить их 2-0, но там я подруинил одну игру точно. Вторую, где мы должны были выигрывать легко. Потом
Следующий день мы играем против Нави, выигрываем первую игру, вторую должны были выигрывать тоже, но проиграли, и в третью уже не смогли собраться, и вот ну, обидно было, но это все быстро ушло. Когда поняли, что у нас есть реальные шансы попасть, а потом мы проиграли еще, ну, тогда все уже расстроились. После поражения очень сильно расстроился, потому что мы проиграли по очень мелочным вещам. Мы буквально не придерживались дисциплине, так сказать, и проиграли только из-за нее. Но это все связано из-за того, что у нас не было опыта игры новыми драфтами. Ну, сначала я расстроился, конечно, когда вот проиграли. Там первые часы после поражения не мог оправиться, а потом уже стало намного легче. От нас никто ничего вообще не ждал, да и мы сами на самом-то деле так многого на себя не брали. Почему мы проигрывали? Это, скорее всего, связано с тем, что были чересчур самоуверенные, и это сказалось на том, что мы передавливали в каких-то моментах, что, в принципе, рушило нашу стратегию. Наша стратегия строилась на том, что мы не совершали ошибок в перемещениях по карте. В будущем планируем найти суппорта на 5-ю позицию. Дальше будем тренироваться, улучшаться. Я хочу, чтобы меня признали как нормального игрока, потому что сейчас я точно думаю, что я не самый хороший игрок. Точно там не в пятерке лучших, там, кэрри. Ну, для меня цель стать лучшим лидером Монако. Для всех ясно, но еще хочется просто поиграть на Ване. В каком-то большом с топовыми командами, я думаю, это было бы круто. Цель, наверное, вот играть лучше, а потом уже все остальное, я думаю, придет со временем. И нужно просто играть в доту. Цель просто постараться стать лучшими в СНГ. Следите за новостями, подписывайтесь на нашу группу, ставьте лайки. Всем пока!